Начался сезон шашлыков. Что нужно с собой взять? По мере готовки на природе инструмент тупится. И что для этого нужно, чтобы у вас всегда резал продукт хорошо, ножик? И вот давайте поговорим. Это вот называется такая штука, называется муссат. Для чего он нужен? Вот вы ножом порезали мясо, допустим, там лучок, еще что-нибудь. Обязательно возьмите его, только порезали, немножко поработали, чувствуете, ножик садится, ну то есть тупится. И вот по мере затупления поделали что-то, взяли вот муссат, вот таким вот образом подточили. Это вот именно правка ножа. Что такое правка ножа? Это когда нож еще немножко подтупился, чуть-чуть подсела кромочка, и вы ее поправили. То есть чуть-чуть подточили. Правка это такая мелкая как бы заточка. То есть взяли вот ножик, вот таким вот образом муссат. Здесь вот в муссате находится такой как бы предохранитель, чтобы пальцы не порезать. Вот таким вот образом по всей кромочке провели. Несколько движений в одну сторону, теперь в другую сторону. Если ножик, допустим, сильно длинный, ну можно на две части разделить. Одну часть, потом вторую часть. Вот таким вот. То есть на лезвие, на кромочку вот так вот подточили. То есть вы его сделали опять острым. Опять что-нибудь поделали, опять муссатом подточите. Ножик всегда у вас будет острый. Никогда продукт он не будет ломать, а будет именно резать. Это вот муссат. Когда вы что-нибудь твердое порезали, ну, допустим, там мясо с косточками, еще что-нибудь там потверже, или, допустим, палочку какую-то подстрогали. Естественно, ножик сел, то есть кромка подтупилась намного сильнее. Муссат уже здесь не поможет. Либо час на муссате его потом точить, потому что муссат очень мелкая, у него вот такая структура. Вы уже его не заточите. Будете час на муссате или полчаса, ну, может быть, минут 15 по мере затупления ножа, вы будете его точить. Но зачем вам это надо, тратить время? Для этого нужно немножко абразив другой. Это называется брусок. Вот когда сильно уже затупили ножик, посильнее, чем от хлеба или лука, или просто мяса, вы берете брусочек и начинаете ножик точить на бруске. Вот такими вот движениями. Вот брусок. Можно вот так, можно на весу. Но роли не играет. Определенный угол вот взяли вам примерно вот такой вот от обуха ножа до брусочка. И начинаете вот такими движениями точить. Здесь и здесь. Брусок здесь зернышко крупное для заточки. Вот вы поточили вот таким вот образом. Можно вот таким вот образом. Ну, то есть осторожно руки, естественно. Вот. Перевернули. Вот так вот. То есть определенный угол брусочка вот взяли, смотрите. Вот. Точите так. Ножик вот сейчас подзаточили, но он еще все равно. Рисочки большие остались, зерно крупное. Вот теперь взяли муссат, можно вот так вот. И убрали крупные рисочки. Взяли вот так вот. И вот. Теперь нож уже более-менее уже можно резать. Или вот так вот, как я показывал. Все, и теперь убрали рисочки крупные на муссате. И теперь ножик опять будет хорошо резать. Можно иметь два ножа. Один для тяжелых работ. Допустим, палки, ветки, кости, какая-то рубка. Это вот один ножик. А второй ножик иметь там мясо порезать, помидорчик, огурчик, лучок. Это вот уже второй нож. Твердо им ничего не резать. И тогда один ножик вы будете править муссатом. А второй для тяжелых работ потом вы уже будете затачивать на бруске, как я уже показывал. И потом править на муссате. Вот такой бы я вам совет бы дал. Вот, спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал.